Дорогие подписчики, гости канала, добрый день! Вы на канале Не Диета. Сегодня я покажу, как приготовить булочки. Не простые булочки, а из зеленой гречки. Я долго работала над этим рецептом, и мне кажется, что получилось очень вкусно. Итак, я беру весы, чтобы точно отмерить 200 грамм зеленой гречки. Вот отмеряю, и сейчас залью водой. Воды надо столько, чтобы покрыть полностью зеленую гречку. С весами, конечно, очень удобно, потому что сначала вы отмеряете ровное количество крупы, потом воды. Это все, конечно, очень удобно. Итак, вот я залила водой, я использую где-то 300 миллиграмм воды и оставляю на 3 часа. Через 3 часа воды у меня практически не осталось, то есть 200 грамм гречки и 300 миллиграмм воды. И вот теперь я возьму одну крупинку, и видите, я даже на пальцах могу ее растереть, потому что крупинки стали мягкими, они набухли. Теперь я беру и все это переложу в высокий стакан, для того, чтобы потом мне было удобно все это перетереть, перемолоть блендером. Вот я перекладываю. Рецепт этих булочек у нас, опять же, без глютена и без сахара, и без меда, кстати, потому что кто-то очень не любит нагревать мед в духовке. Теперь я добавляю 50 миллиграммов воды. Это совсем немного. Вот добавляю и буду взбивать блендером. Итак, вот что у меня получилось. Вот такая масса. Я знаю, многие в своих рецептах оставляют это все на ночь, для того, чтобы произошла ферментация. Я этого делать не буду. Для наглядности я сейчас переложу все это в миску, вот таким образом. И я положу сюда банан. У меня есть перезрелый банан, такой почерневший. Они, кстати, самые сладкие получаются в выпечке. Теперь немножко посолю. Обязательно соль добавляю. Столовая ложка сметаны. И половину чайной ложки разрыхлителя. Можно чуть меньше. И теперь я все это тоже буду взбивать. Взбиваю блендером, так, чтобы банан как следует у нас разошелся. Яйцо в этот рецепт не идет. Вот у меня получилось такое тесто. Посмотрите внимательно. То есть консистенция должна быть именно вот такая. Теперь я беру горсть изюма. Изюм у меня любят дома. К тому же он нам подсластит как следует наши булочки. Можно чуть меньше, как вы любите. И вот у меня есть грецкие орехи. Я их сейчас немножечко измельчу. Измельчать я люблю таким кустарным, скажем так, образом. Просто сейчас возьму рукоятку ножа и постучу по ним. И у меня получились такие ровненькие, красивые орешки. Вот я их все перекладываю в тесто. Если вы не любите грецкие орехи, положите какие-нибудь другие орешки. В принципе, можно не класть орехи никакие. Будет тоже вкусно. Можно положить, кстати, семечки подсолнуха или тыквенные семечки. Тоже будет замечательно. Вот такая консистенция теста получилась. Теперь я беру форму для маффинов. Наношу немного масла, обязательно, чтобы не подгорело, чтобы не прилипло к форме. Можно использовать бумажные формочки, тоже будет прекрасно. Теперь раскладываю наше тесто. У меня этого теста как раз хватило на 12 булочек. Вот таким образом раскладываю, что если это тесто поместить даже в форму для кекса, тоже будет очень хорошо. И единственное, надо смотреть, чтобы пропеклось. Может быть, нужно будет чуть дольше держать в духовке. Итак, выпекаю в течение получаса при температуре 190 градусов. Вытаскиваются легко. Это приятно, потому что бывает, что здорово прилипают. Поэтому вы, когда формой своей занимаетесь, обязательно все-таки масло туда добавьте немножечко, чтобы не прилипло. Итак, пропеклось все прекрасно, замечательно. Посмотрите, ну настоящие булочки получились. Причем без глютена, без сахара, без меда. Они сладкие, вкусные и просто замечательные. У нас вся семья абсолютно довольна. Попробуйте испечь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, что вам еще интересно, какие рецепты, какие блюда. И
Обязательно пишите, откуда вы. Мне всегда очень интересно.